Всем привет, ребят, с вами Алексей 24 и девушка моя Анна. Всем привет! Мы опять проходим, получается, игру про стройку, ремонты и всяческие заказы House Flipper. И я предлагаю пройти в наш маленький скромный домик на большой такой усадьбе, ну, по сравнению с домиком, и взять очередной заказ. Как мы договорились с Анютой, мы будем... Кстати, классно У светится. нас неоновая подсветка у дивана. Это отлично. Мы в предыдущей серии, ребята, взяли диван, короче, купили, и... Правда, у нас валяется посреди комнаты бензопила, но это не главное. Главное, что мы договорились, будем выполнять по заказу, по порядку, не будем их выбирать. Итак, у нас новая, кстати, карта заказов. Давай посмотрим, это у нас появилось. Добро пожаловать в Санта-Бэй. Я рада приветствовать тебя в прекрасном городе Санта-Бэй. Меня зовут Грета Эванс, и я профессионально помогаю семьям в поиске дома их мечты. Однако многим из них сперва нужен ремонт. Ну, как и всегда, ребята, кто выбирает хаты, все выбирают ее в первую очередь по ремонту. Не согласна, я бы выбила... И здесь мне нужна твоя помощь. Меня зовут Оливер Джора. Мы с Гретой помогаем семьям найти свое место в Санта-Бэй. На карте ты уже можешь найти дом, которому требуется ремонт. Я понял. И что дальше? То есть, вот она карта. Мы видим дом, да? Нажмем на него. Итак, бюджет $6500. Выборы какие-то 2, помещения 7. Приветствую тебя при первом заказе Санта-Бэй. Ты готов помочь Джону и Николь подготовить дом для жизни? Он небольшой, но вид тебя обворожит. Помоги в принятии решения по интерьеру помещения. Особенно проблематичным является вопрос с размерами кладовки для инструментов под домом. Удачи! Слушай, будем принимать заказ или потом этим займемся? Мы не умеем с тобой клеить обои, штукатурить, шпаклевать. Может, пойдем и научимся, а потом придем и делать дома кому-то? Я согласен, ребят. В общем, у нас хоть и появилась карта заказов, но мы не все выполнили еще отсюда. Итак, Алиса Иванова. Амарантовые перемены. Бонжур, думаю, что мне хотелось бы придать этому достаточно простому домику, который я купила недавно, немного больше... Артистичности. Я хочу попросить покрасить часть стены в гостиной алым цветом. Остальные стены будут выглядеть чудесно, если покрасить их в серый цвет. Ах да, чуть не забыла. Подчините, пожалуйста, испорченные розетки. Заранее благодарю, Алиса Иванова. Ну хорошо, Алиса, мы к тебе домой идем опять красить стены. Что, Анюта, я опять буду красильщиком. Итак, тебе нужно достичь еще 70%. Это понятно. Это вот наша отметочка. Да, прогрессе. Ребята, соседи опять все одинаковые. Я не знаю, где мы находимся постоянно. Такое чувство, что у нас мы делаем ремонт в доме, у нас дом такой улетает, а другой прилетает. Заходи, не стесняйся. Да я думал, может там какие-то задания есть. Итак, что здесь? Электрическая розетка. Это не розетка, это выключатель. Нет, ты бы спросил про задание. Установить. Я тебе говорю. Итак, снимаем. Снимаем. Ставим. Итак, ребята, подключайте провода правильно, иначе будет КЗ. Правильно. Тут подписано. Закручиваем. Так, вот это с провода земли. Правильно. И осталась только фаза L. Отлично. Устанавливаем розетки. Закручиваем крепко, чтобы не выдрать из стены вместе с проводами. И заглушечка болтиком. Это розетка-то установлена. Всё, коридор сделан. Так, давайте закроем дверь, а то нас украдут отсюда. Так, проходим. Что Опять здесь? электрическая розетка. Вот она, розетка. Итак, выворачиваем очередной болтик, убираем панель. Есть, отлично. Подключаем провода правильно, ребят. Не перепутайте. А вообще лучше вызвать электрика и самим этим не заниматься, потому что... мы же мастера на все руки. Видишь, мне и электрики тоже. Нужно уметь все. Мы универсалы. Универсалы, ремонтники. Так, все, закрутили розетку, розетка готова. Итак, что у нас здесь? Давай в комнату напротив. Здесь мы должны красить. Я бы не хотела сейчас. Здесь нам ничего.
А мы, по-моему, все розетки установили, какие здесь Нет, есть. вот мы не заходили в другую комнату. Это ванная Всё. комната. Все, значит, пошли красить. Итак, я хочу открыть, ребята, задание. Итак, что у нас здесь? Коридор. Всё Детская сделали. комната отремонтируй. Коридор отремонтируй. Мы сделали. В смысле, а мы Это же... ты находишься сейчас здесь. Понятно. Теперь гостиная с элементами кухни. Надо ее покрасить. Так, я не понял. Это вот эта гостиная Да. с элементами кухни? Мы включили свет, чтобы было все намного лучше видно. Итак, гостиная покрасить в цвета. Малиновое приключение. Понятно. Малиновое приключение. Мы покупаем баночку. Давай определимся, где у нас будет малиновое И приключение. подожди, и еще серый надо купить. Я сначала куплю. $19. В принципе, недорого. Так, давайте теперь прикинем, как нам сделать. Я предлагаю в 2 цвета все покрасить. Так это вот тут задание у нас по цвету пока. Ну, можно, смотрите, где телевизор, наверное, мы серым красить не будем, а то он сольется стеной. Я предлагаю 2 противоположные стены сделать с малиновыми, 2 противоположные. Но я так хотел. Но где серый, посередине сделать элементы малинового. Пару мазков в середине, так как я... Ладно, попробуем. Итак, ребята, я предлагаю вот этот цвет использовать там, где стоит телек. Ну что, погнали. Так, Нет, это противоположные это стены. против- Ты есть. красильщик, по 2 Но у нас же новый навык. краски-то нет. Краска реально закончилась. Так, все, берем. Погнали. Ну, вроде как-то не так уж и долго получается. В принципе, нормально. У меня краска быстрее заканчивается, чем окрашу. Это за... Отлично. Так, стена, в принципе, ну, смотрится так неплохо. Теперь надо вот эту стену этим же цветом покрасить. Погнали. Пошло не так. Почему у тебя 3 цвета образовалось? Я решил в разные тона выкрасить. Так, погнали. Рано валик просто убрал. Так, еще раз. Краска заканчивается что-то вообще быстро. Ты покрасишь, что очень хорошо. Спасибо за комплимент. Так, наполняем еще раз валик. Окно раз. Окно 2. Я запомнил, что откосы надо красить 2 раза. Ну, там 2 полоски получается. Так, наполняем валик и погнали вверха. Отлично. Так, у меня реально катастрофически быстро краска заканчивается. Но, в принципе, с краской справляемся не так уж и долго, нормально. Так, отлично. Так, тут не докрашено. А то краски. Сейчас будет все нормально. Зачем соседнюю стенку-то трогаете, молодец? Отлично, у меня уже что-то брякнуло. Итак, Это 70% прогресса брякнуло. хотя я, в принципе, покрасил только все в один цвет, ребят, реально. Так, красим серым. Мы откосы тоже, кстати, будем прокрашивать. Я не знаю, везде у всех почему-то откосы всегда белые. Мне нравится, ну, когда не в один тон со стеной идут. Ну да, если у вас покрашено на обои, я согласна. А когда поклеены обои, конечно, откосики должны выделяться. Белым цветом. Хотя нет, я знаю некоторых уникумов, у которых цветные откосы. Если выглядит, это очень даже интересно. А есть даже люди, которые рисуют что-то. Я себе, ну, фантазия, если есть, то, я думаю, проблем не будет. И краска быстро заканчивается. Так. Отлично. Пошли дальше. Мне нравится. Это тот цвет, который войны, который первый вот Но он потому что не настолько темный. больше привлекает почему. Прям вот его бы я хотела. Видите? Ну, видишь, нам дали задание, надо делать именно
Мне нужно краску из банки, пожалуйста. Так, остались вот эти. Второй откос. Докрасил, нет? Тут-то докрасил, подожди, а тут-то нет еще. С тобой следи. Не надо за мной следить, мы и так все сделаем нормально. Итак, красим здесь. Так, второй откос. Готов. Краска кончилась. Так, еще раз давай. Серой краски совсем не хватит. Серую придется еще докупить. А почему такой расход? Стена-то длиннее, в принципе, поэтому... И еще, Алексей, будьте добры. Докрасьте, пожалуйста, под батареей. Что за брак? Вернитесь. Блин, а я не заметил. А нету краски теперь. Вы можете тянуть и купить. Мы купим новую. Итак, покупаем еще раз серую краску. Я не думал, что нам будет ее реально мало. Итак, выбираем валик. Я теперь могу укладывать плитку на стены. В смысле? Мы очень рады, но можно мы будем красить? Да, я тоже хочу красить, как бы. В смысле? Не поняла, ты его сломал. У меня, походу, тут типа краска уже есть. Блин, я что-то напугался, я думал, какая плитка, вы о чем? Что за Под фигня? батарею все-таки докрась. Хорошо, мы докрашиваем. Так, идем сюда. Так, отлично. Новое очко умения. Давай, пойдем учиться. Итак, ребята, умение. Так, не тратишь краску. У меня есть расход по краске. Покраска быстрее на 25%. Крась 2 стены одновременно. 3. 2. Мы 2 уже выбрали. Уже выбрали, точно. Я читаю Давай то, что было. покраска быстрее, чтобы быстрее работали. Естественно, мы берем второе очко умения. Итак, выходим. И посмотрим, насколько быстро у нас будет получаться. Итак, ребят, погнали. Оп, оп. Блин, а реально быстро. Мне нравится. Так, давай, погнали. 25% это как четверть. Ну да. Так, подходим поближе. Ты с середины комнаты решил покраситься. Так, заказ завершен. Но, чтобы было интереснее, я бы все-таки взяла... Нет, ну подожди, пожалуйста. Нам ведро не нужно. Подожди, пожалуйста, вернись к краске. Я бы все-таки взяла серый и пару полос малиновых нарисовала на нем. Например, напротив стола пару полос вот. Надо, чтобы красиво. Блин, как мне выкинуть? Куда малиновая краска закончилась? Нет, она есть. Блин, у меня валик. Как его переделать, вот интересно. Ау! Она закончилась, точно. Краска закончилась. Итак, берем малиную. Естественно, лишние деньги на это потратим, но мы хотим сделать немножечко все равно поинтереснее. Итак, набираем. Всего 2 полосы. У меня опять какой-то бонус пришел. И вот здесь напротив вход. Они, конечно, не особо так вот симметрично получились. Ну, симметрия и не получилось. Так, повернись, пожалуйста, к телевизору. Видишь, слишком яркое пятно. 2 серых полосы. Не телевизор. Попробуем. 3. Одну еще. Пожалуйста. Вот. Видишь? Прикольно Уже получилось. не так это в голову бьет, как... Итак, смотрим, что у нас получается с заказами. Гостиная. Покрасить. Мы, в принципе... 100% мы все выполнили. Мы, в принципе, Просто у меня появилось желание чуть-чуть разнообразить. А тебе спасибо, что не отказал. Все, продавай красочку, остаточки. Продаем. Она нам не нужна. Вот продать бы чужой ковер было бы, конечно, Я думаю, прикольно. нам по голове настучат. Ладно, я предлагаю завершать заказ и смотреть, какие произошли изменения. Выполнено 100% заказа. Можешь завершить его сейчас, опять 1402,49. Итак, Ты растешь. ну так, идем по порядку. Ну смотри, так лучше вот с этой вот... Ну что, ребята, мы переместились обратно в наши апартаменты. У меня 40 тысяч, точнее у нас 40 тысяч баксов. Ура, со мной поделились!
Да, и я не знаю, может быть, сюда что-то поставить? Кухонку или... Нет, предлагаю все-таки поставить шкафчик какой-нибудь, сложить инструменты в районе батареи где-нибудь. Шкафчик, ну... Ну, не шкафчик, тумбочку, если правильно понять. Может, какую-нибудь полочку. Мебель. Итак, смотрим. Кофейный столик. Но мне кажется, он Шкаф немного нет. маленький. Нам- Так, диваны, столы. Мы смотрим чисто столики. Итак, $19. Столик Мими. Нет, он скучный. Ходи сразу. Ну, сразу отмен. Слушай, вот. Но круглый стол не под наш огромный темный стол. Нет, ну нам огромный, у нас он будет во всю комнату. Темный кофейный столик Модена. Да? В Согласна. принципе, всего $27. Только размер М, возьми, он побольше. Я не знал, что такое М, ну ладно. С маленький, М средний. Я предлагаю поставить столик напротив дивана. Ну, вот так вот. Как ты думаешь? Нет, чуть ближе к дивану, потому что у нас же вход, у нас мало места. Всё. Ставить. Отлично. Ребята, я теперь хочу поднять все свои инструменты. Что-то у нас бензопила большая, нет? Да, это нормально, это бывает. Так, кувалду положим вот сюда. Я не знаю, зачем они нам нужны, но они вроде у нас дома есть. В принципе, мы Ну, с мы же этим... ремонтный персонал. Персонал не персонал, мы все-таки увлекаемся этим, поэтому нам это пригодится. Нет, мы ремонтный персонал. Мы приходим и ремонтируем. Строим, сажаем, убираем. Верни. Так, я вернул. Струбцина. Давай струбцину положим. Отлично. И теперь отвертку. Так, а я на подоконник, по-моему, положил гаечный ключ. Было. Еще у тебя на втором подоконнике что-то было. Молоток, по-моему. У тебя молотка в наборе не хватает. Чем забивать-то будешь? Так, не, на другом. У меня нет на другом. Нет, молотка. на другом. Вот. Ножовка. Это заметь. ножовка, это ножовка. Так, ладно, ложим ножовку. Ну что, ребята, мы немножечко прибрались. У нас теперь хотя бы... Нет, стойте, давайте вот бензопилу сюда положу. Ну, не влезай. А вот так-то влезет. Подожди. Вот. Пусть так стоит. Да. Все, у нас теперь инструменты разложены, место готово. Чашку мы все-таки продадим, может, когда-нибудь. Пускай здесь лежит, она будет это... А следующей серии мы займемся офисным. Да, наверное, мы займемся уже офисом, сделаем его более интересным, ребята. Ну а пока мы приостанавливаем данную серию. Увидимся с вами в следующей серии. И всем пока!